Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад Александра. В этом видео расскажу о том, какие 3 важные подкормки я всегда делаю для томатов в середине лета, в июле, а для более поздних сортов томатов и в августе, и даже до самой осени. Эти подкормки для хорошего и большого урожая, о котором мечтает каждый огородник и на который потрачено уже немало сил и энергии. Ну что, поехали! Томаты в этот период вовсю цветут и формируют плоды, большие и маленькие помидорчики. Поэтому очень важно не пропустить такие подкормки, иначе урожай может быть скудным, а томаты больными и дробненькими. Первая важная подкормка – водный раствор кальциевой селитры. Это подкормка по листу. Кальций помогает избежать вершинной гнили, частой гостьи на грядках, как только начинают созревать томаты. А почему? Потому что кальций – это медленный газ, как его еще называют химики-аналитики. Он очень неспешно движется от корня по всей высоте куста томата в процессе усвоения растением питательных веществ, макро- и микроэлементов. И бывает, в некоторые самые отдаленные части плодов он просто не доходит, тем самым вызывая возникновение своеобразных проплешин, первых признаков вершинной гнили. Обычно такие проплешины появляются на самых кончиках плодов томатов и говорят о том, что кальция вашим помидорчикам явно не хватает. Что же делать в таком случае? Подкармливать томаты водным раствором кальциевой селитры по листу. Вот схема такой подкормки. 10 грамм кальциевой селитры растворить в 10 литрах воды и опрыскать томаты по листу в вечернее или утреннее время. Если у вас нет возможности подкормить томаты по листу кальциевой селитрой, можете использовать обыкновенный строительный мел для побелки. Его обычно покупают в любом хозяйственном магазине. 1 стакан мела я растворяю в 10 литрах воды и поливаю томаты под корень. А если я уже заметила первые признаки вершинной гнили, то лучше опрыскать этим раствором томаты по листу. Правда, после такой подкормки растения немного побелеют, но зато вы остановите развитие этой болячки, повреждающей плоды томатов. А собранный урожай можно тщательно помыть перед едой. И все остатки мела смоются вместе с пылью и грязью в канализацию. Ну, а перед тем, как рассказать о следующей подкормке томатов, я хочу попросить вас, друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться, кто это еще не сделал. Для вас это не сложно, а для развития канала очень важно. Здесь я делюсь тем опытом, который приобрела годами выращивая томаты, своими наблюдениями за растениями, какими-то важными моментами. В общем-то, ничего такого особенного, но может пригодиться практически каждому огороднику и садоводу, потому что эти агротехнические приемы работают и работают хорошо. Следующая важная подкормка для увеличения завязи. Думаю, многие о ней давно знают, но новичкам и начинающим она наверняка будет полезной. Я такую подкормку делаю 2-3 раза по мере того, как формируются кисти на томатах с перерывом 10-14 дней. Состоит она в основном из минеральных солей фосфора и калия. Эти 2 химических элемента отвечают за урожайность. 10 грамм аммиачной селитры, 20 грамм суперфосфата, 15 грамм сульфата калия я растворяю в 10 литрах воды и тоже опрыскиваю томаты по листу с перерывом 10-14 дней. Этого раствора достаточно для подкормки 10-12 взрослых растений томатов в период цветения и завязывания плодов. Если же у вас есть возможность купить комплексное минеральное удобрение, которое обычно стоит довольно дорого, но содержит в своем составе, кроме основных минеральных веществ, еще и микроэлементы, в таком случае для подкормки по листу в период цветения и начала завязывания плодов можно использовать комплексное удобрение с формулой НПК 10-54-10. Вот схема такой подкормки по листу. 25-30 грамм комплексного минерального удобрения растворить в 10 литрах воды и опрыскать томаты по листу в вечернее время
или ранним утром, когда нет жары и испарение минимальное. Так вы дадите растению шанс усвоить подкормку практически полностью. И, наконец, еще одна важная подкормка для здоровья томатных кустов и хорошей завязи – это опрыскивание растений водным раствором борной кислоты. О том, как работает борная кислота, у меня на канале есть отдельное видео. Ссылку оставлю в описании. В этом же видеоролике лишь приведу схему такой подкормки, чтобы завязи было больше и урожай томатов был намного лучше. 2 грамма борной кислоты, ее можно купить в любой аптеке, стоит недорого, продается в пакетиках по 5-10 грамм в виде белого порошка. Нужно растворить в теплой воде и опрыскать томаты по листу. Лучше утром. Заодно и увлажните пыльцу растений. Она не будет пересыхать от палящего солнца и поможете ускорить завязывание плодов для будущего урожая. А еще борная кислота – это отличное средство для борьбы с различными грибковыми заболеваниями на томатах. В середине лета, когда и тепло, и влажно, грибы быстро распространяются и начинают паразитировать на томатах, приводя к угнетению растений и потере урожая. Обработка борной кислотой не только улучшает завязывание плодов, но и поможет подольше сохранить томаты здоровыми. На этом у меня пока все. Напишите в комментариях, как у вас в этом году завязываются томаты. Думаю, многим зрителям будет интересно узнать ваше мнение о предстоящем урожае в этом году. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.